Мои дорогие, большую часть этого апреля я проведу с вами. Точнее, с теми из вас, кто живет в США и Канаде. Вот расписание этого тура. Он огромный, но я думаю, что выдержать мне его будет легко, потому что в конце каждой встречи мы обязательно с вами обнимемся и обсудим то, что у нас действительно болит. Программа новая, называется «Это она это я». Постараюсь честно рассказать вам о том, какой путь я прохожу и какие выводы из этого делаю. Очень надеюсь, что будет смешно, ну и чуточку грустно. Ну а как без этого? Ссылка на билеты в описании к выпуску. Это Берта Исааковна? Слушай, я такой фотографии ее не видела. У вас она молодая везде. Как она была понравилась. Мамин такой взгляд. Да, она сказала интересную вещь. Я однажды спросил, мам, когда это было твое самое счастливое время в жизни? Она сказала, подумала, он сказал, после 80. Подумал, вау, я тоже так хочу. Ничего себе. Мне очень нравится ваша теория про то, что человек с годами должен все больше и больше и больше заниматься спортом. Вы все еще придерживаетесь ее? К сожалению. То есть вам не нравится заниматься? Ненавижу. Ну что, не надо? Надо. Надо? Да, жизнь требует, как и красота, все больше усилий с возрастом. Красота мне не нужна. Ваше предложение записать это интервью на фоне ваших книг, и вы сказали, что вы ничего здесь не будете менять, это вот то, что вы сейчас держите на своих книжных полках. Да, я вот с интересом смотрю, да, вот так, стало быть, так это выглядит. И я вам хочу сказать, что это самый необычный набор книг, который я встречала. То есть обычно приходишь, видишь корешки, говоришь, ага, вот это вот Диккенс наш, это наш там Чехов, это наш Пушкин, а у вас вообще другое. Ой, я все обычные книжки давно выкинул, всех Диккенсов, Толстых и Достоевских, все, что занимает много места на полках, все, что можно в электронном виде легко прочитать и найти цитату, только то, что нужно для работы, то, что с автографами или какие-то вот нужные вещи. Места мало. А сейчас что читаете? Я читаю только то, что мне нужно для работы. Обычно. Я художественной литературы не читал много-много лет. В третьем тысячелетии точно не читал. Не скучаете? Мы с вами решили говорить не об истории, не о литературе. А, знаете, сейчас такое время, помимо всего, чего в нем больше не осталось, в нем еще очень мало авторитетов и очень мало людей, у которых ты хотел бы спросить, а как жить дальше? И вам удалось вот при всех штормах сохранить и свою репутацию, и ясный рассудок, и право отвечать на эти вопросы. Поэтому я пришла к вам. Во-первых, репутацию удалось сохранить не у всех, и меня бы расстроило, если бы в некоторых кругах я сохранил бы свою репутацию. Я рад, что меня там не любят. Я про свои круги. Во-вторых, с рассудком тоже не всегда все хорошо. А в-третьих, вот я, прежде чем мы с вами поговорим, я хочу сказать одну вещь, просто для того, чтобы на меня не обижались хорошие люди. Дело в том, что я уже давно, год или полтора, не даю никаких этих самых YouTube-интервью, не участвую в программах и так далее. Причем я отказываю даже людям, к которым я отношусь с уважением и симпатией. Это происходит потому, что я очень устал от слов.
Я устал 5-й год говорить одно и то же. Естественно, там что-то происходит. И когда у меня возникает по поводу мысли и чувства, я пишу у себя в Фейсбуке. Я считаю, что это совершенно достаточно. Вот. Но все эти люди, они живут за пределами России. Они находятся на территории безопасности. Вот. И вы находитесь в другой ситуации. Вы продолжаете работать в России, вы туда ездите. И я отношусь к очень разной меркой, к тому, что бывает сказано и сделано здесь и там. И всякое, так сказать, живое слово, и всякий смелый поступок, который идет из России, я оцениваю во много раз выше. Почему? Потому что это риск, потому что это требует смелости. Вот. И я к тому, что вы делаете, Катя, отношусь с большим уважением и даже с восхищением. Вот именно поэтому вы помните, я посопротивлялся, я не сразу согласился, но надолго меня не хватило именно поэтому. Я очень вам благодарна. Вот это я сказал, чтобы на меня никто не обижался. Вот. А еще у меня вопрос. Вы это потом можете вырезать, но просто я должен про это спросить. Именно потому, что вы ездите в Россию, а именно потому, что это риск, я должен понимать, до какой степени... Знаю ли я, что у вас уголовное дело? Нет, я не это имею в виду. Речь идет не обо мне. Там мне эти 15 лет строго в режиме, мне наплевать. Я в Россию ездить не собираюсь, но вы туда ездите. И я не хочу, чтобы я сейчас это самое что-нибудь свободолюбивое и непримиримое сказал, а у вас потом из-за этого были неприятности. Вот, потому что кто-нибудь напишет донос. Вот я должен понимать, до какой степени, если наш разговор заходит на какие-то общественно-политические темы, я должен, выражаясь высоким стилем, фильтровать базар, выбирать Слушайте, выражения. мне кажется, что мы должны всегда исходить из того, что мы свободные люди. И самоцензура – это самое страшное, что может с человеком случиться, когда ты себе запрещаешь говорить то, что ты думаешь, исходя из чьих-то других, может быть, даже интересов. Это не так. Потому что то, что касается лично меня и мои собственные риски, это одна история. Вот я, что называется, всегда был готов заплатить дорогую цену за то, чтобы сохранять свободу и чувство собственного уважения, и говорить и думать то, что я хочу сказать. Но когда ты ставишь под угрозу других людей, тут работают другие правила. Ну, я же тоже взрослый человек. Я не верю в коллективную ответственность, я верю в личную. Я несу ответственность за себя, за свои поступки. И я надеюсь, что мне удастся, сколько смогу, сохранять возможность говорить и делать то, что я думаю и хочу, и при этом сопоставлять риски. Ну, хорошо, попробуем. Скажи, Гордеевой, скажи. Ни для кого не секрет, что люди, начинающие полноценную жизнь за границей, часто ходят по одному и тому же замкнутому кругу. Тут заблокировали, здесь паспорт не подошел, там деньги заморозились, а службы поддержки отделываются формальными отписками. Но мало кто знает, что на европейском рынке уже есть тот, кто сильно упрощает жизнь за границей. Это Black Cat. Лицензированный европейский финтех с интегрированным криптосервисом. Пользователь Black Cat получает бесплатную карту и европейский IBAN, мгновенные переводы на счета в европейских банках SEPA Instant, переводы с карты на карту, в том числе из-за пределов Европы, доступ к программам кэшбэка с выплатами в евро. Можно выбрать кэшбэк на все покупки или бонус на остаток по счету, целых 4% годовых. И все это доступно на полностью бесплатном тарифе. Поддержка пользователей ведется круглосуточно, в том числе на русском языке, живыми специалистами. Еще пользователю Black Cat доступен интегрированный криптосервис в приложении, который позволяет покупать, хранить, продавать, а также выводить и заводить с внешних кошельков самые популярные монеты. Это очень актуально в эмиграции, когда нужно сделать трансграничные переводы. Итак, переходим по ссылке в описании и открываем счет в Black Cat. В мою ссылку вшит приятный бонус. Дополнительный кэшбэк в 3% на все покупки в первый месяц после регистрации. О чем вы сейчас больше всего думаете? Если не брать вещи бытовые, которые у всех у нас занимают 90% времени, а говорить вещи, так сказать, имеющие значение для всех, больше всего я думаю вот о чем.
Я думаю о том, что мы сейчас живем в очень тяжелой ситуации. Мы живем в ситуации и в ощущении распадающегося мира. И вот это ощущение, которое испытывают очень многие от нас, вызывает, соответственно, вопрос, как в этой ситуации там не сломаться, как быть, как жить. У меня, я давно живу на свете, мне скоро 70 лет. И для меня это не первый опыт. Первый раз это ощущение я испытал в очень молодом возрасте. Это было самое начало 80-х годов, когда мир вокруг меня вдруг начал катастрофически катиться вниз. Это началось с вторжения в Афганистан в декабре 1979 года, и потом пошло крещендо. Значит, бойкот одной Олимпиады, бойкот второй Олимпиады, военное положение в Польше, сбили южнокорейский лайнер, у нас началась эта самая чехарда из старых генсеков и гонки на катафалках. Было полное ощущение, что приближается вот конец света. А вы так это воспринимали? Да. Вы не воспринимали свою деятельность, как вот я живу здесь, в башне Слоновой Кости, занимаюсь литературой? Я не занимался литературой. Я был обычный молодой человек, который, так сказать, ничем, кроме выпивки, там, я не знаю, девушек не интересовался. Я был бы самый обычный зоря. Какие книги? Ну, читал книжки. Вот. И у меня было ощущение, что это конец света. Но тогда было это ощущение, что это конец света на одной части глобуса. Там, где я живу. Там, где мне не повезло родиться. Такое у меня было тогда ощущение. Потом я передумал. Вот. А сейчас этот процесс всемирный, он, вот эта вот лестница, ведущая вниз, она становится все круче. Да? Потому что, смотрите, ну, можно гордиться тем, что этот процесс опять начался из России, да, в 2014 году. В 2014 году начался этот процесс, когда вот оттуда, значит, дохнуло вот этой самой архаикой, захват Крыма, значит, в стране закручивание гаек, и становится понятно, что страна взяла курс на пожизненное правление, на пожизненную диктатуру. Вот. Потом был уже всемирное безумие в виде даже не ковида, а реакции на ковид. Я помню, я торопело смотрел вокруг, что происходит в самых разумных странах. Из всех стран разумно повела себя только маленькая Швеция. Все остальные будто сошли с ума. Было полное ощущение, что мозги у всех поехали. Потом, значит, в 22 году началась большая война в Украине. Это просто вот мир, в котором мы все живем, он просто совсем разлетелся на куски, он рассыпался. Потом в 23 году, после 7 октября, да, после этого чудовищного теракта, было полное ощущение, что с ума сошел весь левый либеральный мир. То есть к которому ты всегда вроде привык считать, что ты как-то к нему больше имеешь отношение. Вот эта вот реакция на чудовищные преступления, на вот эта вся риторика, вот эти демонстрации, которые я видел вокруг своего дома в Лондоне с палестинскими флагами, это тяжело на меня подействовало. Потом, значит, Америка с Трампом совершенно уничтожила все последние представления о приличиях в международной политики, да. То есть, вот какой-то я себе представляю мир как такой вот здоровенный автобус, в котором сидит очень пестрая скандальная публика, а за рулем сидит американец. Мы все к этому привыкли. И вот этот самый водитель, с ним происходит что-то странное. Он крутит руль то туда, то сюда. Он орет какие-то чудные песни. И полное ощущение, что все это сейчас взлетит в кювет. Вот. И вот это вот ощущение нарастающего безумия, оно не только у меня, оно очень распространено. Вот этот распадающийся мир. Вот о чем я сейчас все время думаю. С миром я сделать, наверное, ничего не могу. Но я могу что-то сделать со своей реакцией на происходящее. А выйти из автобуса можете? Вы имеете в виду самоубийство? Как еще выйдешь из этого автобуса? Мы все сидим в этом автобусе. Нет. Вот помимо самоубийства, смотрите, есть же еще такой довольно странная история. Вот вы говорите, там, либеральное комьюнити, там, либеральное сообщество, да? И мы привыкли тоже в последнее время жить в мире того, что ты относишь себя к какому-то сообществу. Оппозиции или провластных структур, проамериканских или там антиамериканских, произраильских и так далее. И вдруг оказалось, что вот эти законы, по которым тебя принимают в ту или другую партию, клуб, они не совсем те. Конечно, человеку проще принадлежать к большинству, ну хотя бы тому, такому, которое он выбрал.
И быть самому одному в поле, как говорят, один в поле не воин, да, тяжеловато. Но вдруг эти законы оказались неправильными? Да, мои шинзоидцы мысли работали в совершенно том же направлении. Вот, я об этом недавно книжку написал, я об этом устраивал опросы голосования, потому что изменилось мое представление о том, что является главным философским вопросом бытия. То, что нас, первичность материи и сознания, ну, в общем, да. Но только не так, как представлял себе Карл Маркс. Переведенная на русский язык фраза Карла Маркса «бытие определяет сознание», да, это очень интересная фраза. В силу своей стилистической неграмотности, она просто неграмотно сформулирована, потому что в русском языке нельзя, чтобы именительный падеж по форме совпадал с именительным, потому что непонятно. Это очень интересно. Ты должен для себя решить, бытие определяет сознание или бытие определяет сознание. Угу. Да? И это вот выбор на самом деле очень важный. И это выбор не между материализмом и идеализмом. Это выбор, я для себя этот вопрос формулирую так. Ты должен решить для себя, ты часть чего-то большего или все вокруг часть тебя. Ого. Угу. И если ты решаешь, что все вокруг часть тебя, а это тот вывод, к которому я пришел в своем возрасте, ты как бы получаешь точку опоры, которой из тебя никто не отшибет никогда, и с которой, в общем, можно и мир подвинуть на нее, оперевшись. Потому что, ну, вот я сейчас представляю себе жизнь как учебу в университете, где бывают лекции, бывают каникулы, бывают экзамены, да, и лекции лучше не прогуливать. Когда каникулы, можно расслабиться, а когда экзамены, надо мобилизоваться. Потому что если ты не сдашь экзамен, ты можешь или срезаться, или вообще вылететь из университета. Вот, и если ты начинаешь воспринимать все, что происходит в мире, все эти там плохие вещи, или все беды, которые происходят с тобой, или какие-то там зверства и ужасы, как экзамены, адресованные персонально тебе, и желающие проверить твою силу, твое мужество, твою, я не знаю, цельность. Это дает возможность со всем этим справиться. И во времена вроде нынешних очень многие люди начинают примыкать к чему-то большему, чем они, и находят в этом утешение и спасение. Будь то нация, там, религия, страна, там, государство. Мне этот путь, для меня он не подходит. Потому что любая из этих больших категорий может тебя подвести. Вот. Мне кажется, что в эти времена надо сокращать линию фронта и держать оборону. Надо оставаться собой. Надо держаться тех, кто к тебе близок, друзей, семьи, тех, кто разделяет твои взгляды и ценности. Это другие правила жизни. Мы сейчас живем во времена мобилизации, напряжения, во времена мужества. В этом принятии решений с кем ты очень много развилок, на которые отвечает человек в конечном итоге, как в какой-то детской игре, приходит в определенную точку, и за каждым закрепляется позиция. Но мне кажется, один из самых важных вызовов, которые стали перед нами, это то, что правила, по которым мы входили в эту игру, больше не работают. Мне казалось, что поколение, чуть младше меня, скажем, те, кто родились уже в 90-е годы или в 2000-е, те, чьи родители сделали все возможное, чтобы у них были классные стартовые позиции. Это, в общем, наверное, по всему миру, но можно говорить о постсоветском пространстве. И что это поколение чудесных детей, которые будут бороться за права растений. И вот сейчас перед ними, уже не перед нами, встает выбор, как им быть. И оказывается, что один из возможных и едва ли не самый правильный выбор – брать в руки оружие и с оружием в руках защищать территорию, на которой они живут, страну, в которой они родились и любят, и так далее. Но ведь это то, к чему последовательно мы шли, как к невозможности, к тому, что силой ничего не решается. Во-первых, я не уверен в этом. Сила решается. Бывает, что так. Во-вторых, мне кажется, что коренная ошибка – жить по правилам, которым кто-то тебе навязывает или кто-то тебе их предлагает. У каждого человека должны быть свои собственные
правила, своя система ценностей, свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. И если внешние правила могут меняться сколько угодно, твои собственные правила, они не ригидны, потому что ты живешь на свете, ты развиваешься, ты можешь решить какое-то из своих правил поменять. Но это должно быть твое решение. Понимаете, это не пропаганда ницшеанства, это инстинкт самосохранения. Другое дело, что если ты выработал себе правила, то ты сдохни, а их придерживайся. Угу. Да, потому что иначе ты теряешь себя и теряешь самоуважение, ничего хуже на свете не бывает. Вот. Но это должны быть твои правила. Особенно в такие времена, как сейчас, когда правила большие, правила начинают крошиться и разваливаться, и то, что раньше считалось недопустимым, теперь оказывается вдруг допустимым. Думаю, никому из наших зрителей не нужно пояснять, почему блокировка Телеграма в России – это не просто очередная блокировка мессенджера или сайта. Это буквально нарушение привычного уклада жизни. Ведь Телеграм – это способ связи с друзьями и близкими, бизнес и рабочие чаты, а еще мощный информационный ресурс, который многим заменил классические СМИ. В общем, вся надежда теперь на VPN. Хочется, чтобы с ним работал и Telegram, и все другие заблокированные сервисы YouTube, Instagram, WhatsApp, в общем, далее по списку. Если речь идет о надежном сервисе, то я бы рекомендовала Blan VPN. Его инфраструктура работает вне Телеграма и не зависит от его доступности. Подключение к VPN работает в один клик и работает в приложении для iOS, macOS или Android. Скорость подключения до 10 гигабит в секунду с полным безлимитом как на количество устройств, так и на трафик. У Blan VPN огромный опыт. Сервис работает в России уже 8 лет. Быстро адаптируется к новым ограничениям и гарантирует полную анонимность. Никто, даже сотрудники Blan VPN, не знают, какие сайты вы посещаете, что смотрите и где находитесь. Blan VPN дает 30 дней для того, чтобы как следует попробовать сервис. И если вам что-то не понравится, компания вернет деньги. Оплатить подписку можно российскими картами или криптовалютой. А на любой вопрос, например, как настроить обход белых списков или подключить VPN к роутеру, ответит поддержка в режиме 24/7. Переходите по QR-коду на экране или ссылке в описании к этому видео и устанавливайте Blan VPN. В ссылку уже встроен промокод Гордеева, который дает скидку до 66% и 30-дневную гарантию возврата средств. Но ведь оказалось, что итог Второй мировой войны, про который, по крайней мере, в Европе можно было подумать, что наконец-таки вот ценность человеческой жизни признана, вот гуманистические идеи, вот идея о том, что война недопустима. Вот это все в одночасье рухнуло или не в одночасье? Здесь есть некая история, да? Первая попытка создать некое подобие правил международной общежития относится к началу XIX века. Это 1815 год, это Венский конгресс. Что должно быть приятно, инициатором был русский царь Александр I. Это была попытка договориться о международных правилах, чтобы в Европе не было войн. И это лет 30, до 1648 года это работало. Потом перестало работать в силу каких-то причин. Значит, новая попытка была после шока Первой мировой войны, когда возникла система Лига наций. Оказалась недееспособна. Потом возникла система, которую мы уже застали. Это Потсдамская система 1945 года. Построена она была на самом деле на соперничестве двух блоков. И гарантией было ядерное оружие. Так или иначе, эти стороны пытались между собой как-то находить общий язык, договариваться там, где это не получалось, возникали локальные войны. Худо-бедно это работало до тех пор, пока в холодной войне советский блок не потерпел поражение. После этого мир стал моноцентричным. В общем, можно сказать, что он управлялся из Вашингтона. А по-вашему, советский блок потерпел поражение или ему дали понять, что он потерпел поражение? Потому что мне кажется, что этот реваншизм путинский, он возник из идеи о том, что мы проиграли холодную войну. Конечно, холодную войну проиграли. Причем особенно унизительно должно быть для них, для имперцев, то, что проиграли ее даже не в открытом столкновении, а проиграли ее просто экономически и культурно. Когда я говорю культурно, я имею в виду, что люди твоей собственной страны не захотели жить по твоим правилам. Они смотрели все время за железный занавес и облизывались. Я хорошо это помню. Как мы все хотели читать
те книги, носить ту одежду, смотреть те фильмы, слушать ту музыку. От того, что здесь, нас тошнило. Да, потому что здесь все задавило казенщина и официоз. Вот где была проиграна холодная война. Война холодная была проиграна в холодильнике, да, и в душе. И это, конечно, было сокрушительное поражение. Но нарушение баланса привело к тому, что, так сказать, та сторона начала злоупотреблять своими возможностями. Да? Если посмотреть историю вот конфликтов, да, вот то, что вот до нынешнего, до иранского. Значит, первый был это буря в пустыне, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт и, в общем, под всеобщие аплодисменты получил по шее, потому что эта коалиция заручилась поддержкой Совета Безопасности, были соблюдены все референсы. В следующий раз, когда была Югославия, это выглядело уже совершенно иначе. Это тогда, если я помню, это называлось незаконно, но оправданно. По крайней мере, там были какие-то договоренности между странами НАТО, там какие-то попытки объясниться и так далее. Значит, в Ливии и в Ираке это тоже выглядело уже совершенно односторонним этим самым выкручиванием рук, соблюдением все меньших и меньших формальностей. Сейчас в Иране формальностей нет никаких. Потому что президент Соединенных Штатов так решил. И вот оно вот это вот происходит вообще без согласования с кем бы то ни было. А вы сейчас уже поняли, вот, что они просто плевали на правила? Или тогда, в 2001 году, в 2000 году уже все было ясно? Нет, мне не было ясно. Мне это не нравилось. Вот, мне не нравилось лицемерие и ханжество. Вот, при том, что, естественно, ни режим Каддафи, ни режим Саддама Хусейна мне не нравился. Но я был за то, чтобы это оформлялось по-человечески. Чтобы это не делалось под ложным предлогом того, что Саддам Хусейн там изготавливает какого-то оружия, которое, как потом выяснялось, он его не изготавливал. То же самое вторжение в Афганистан. Почему именно в Афганистан? Был шок, да, 11 сентября. Потом началась, значит, вот эта вот история, из которой очень некрасиво потом выходили. Сейчас от этого не осталось совсем ничего. Сейчас мы фактически вернулись в 19 век. Даже не в 20, а в 19. Когда, вот, допустим, распался Венский конгресс, когда кто сильнее, тот имеет право. И вот это вот, конечно, очень тревожная вещь. И больше всего меня расстраивает то, что огромное количество людей считают, что это хорошо и правильно. То есть они даже не понимают всей опасности. Они начинают говорить, какой плохой режим в Иране или какой плохой Мадуро. Речь не идет о том, что завтра это может быть кто угодно. Если все стало вот на такую базу, да? А как человеку себя вести в этой ситуации? Человек, который, ну, в принципе, при таком обилии фейк-ньюс и вот то, что называется там эмоциональная составляющая новостей, когда помимо текущих новостей тебе все время добавляют эмоционального контента, и ты не можешь не начать сопереживать там до полного изнеможения. А потом ты уже не можешь разобраться, кто прав, кто виноват. И, в принципе, наверное, не можешь. Я потому и говорю, что человек должен выработать для себя правила о том, что такое хорошо и что такое плохо. И все это линейкой измерять. Убивать людей плохо. А плохих людей убивать вроде как не так уж и плохо. Убивать людей теоретически плохо. Практически, если на тебя, или на твоего ребенка, или на твою жену напал бандит, то убить его очень хорошо и правильно. В моменте? В моменте. В моменте, естественно. Естественно, в моменте. Это очень важно. А вот смотрите, в моменте вот бандиты пришли в мой дом, напали на меня и на моих детей. Я взяла кочергу и их убила. Они отступили. Прошло 2-3 недели, я собрала всех, кого знала в своем городе, и пришла в их город и убила всех, кого любили они. Прошло еще немного времени, и, собравшись всем миром, они вернулись в мой город. Это нескончаемая история. Кто должен на себе остановить... То есть ярость – это момент, а ненависть – это процесс. Значит, пришли бандиты, я взял кочергу, я их убил. У меня никаких по этому поводу переживаний нет, и я собой горжусь. Супер, справедливая война. Значит, приходить к ним в город и убивать их детей и жену я не стану ни за что и никогда. Я скорее повешусь. То есть ты должен все время, так сказать, ставить какие-то вещи для тебя. Потом, в конце концов, в каждого из нас встроен от природы почти во всех. А если они кого-то из тех, кого я любила, убили, я должна им отомстить? Отомстить, убив их жен и детей? Нет. Это совершенно невозможно. Ты сам превращаешься в такую же тварь, как они. А где предел войны? Предел войны? Значит, когда ты защищаешь от непосредственной угрозы, да, тех, кто угрожает там, твоим близким или беззащитным, это нормально.
Когда ты начинаешь наносить превентивные удары и тролливали, то наноси их, пожалуйста, с соблюдением всех формальностей. И, ну, вот не так. А вот теперь сложнейший этический вопрос. Да он не этический, он практический, чего уж. Россия в 2014 году напала на Украину. В процессе оккупировала часть украинских территорий. В 2022 году начала полномасштабную, кровавую, чудовищную войну. Украина, отвечая России, в том числе затрагивает российские территории, на которых живут люди, многие из которых, скорее всего, вообще не имели отношения ни к идее нападения и не поддерживают. Как должен человек этически решать для себя вопрос? Потому что, смотрите, вот одна из этих развилок заключается в том, что если ты поддерживаешь Украину, ты должен поддерживать удары ответной Украины по российским территориям. И это война. Я на этот вопрос уже отвечал и получил за это тюремный срок. Я считаю, что это идет война. Украина имеет право защищаться. Если территория Украины находится под ударом, то Украина имеет право наносить ответные удары. Мне даже странно, что такая точка зрения объявляется кем-то терроризмом, потому что войны по-другому вообще не ведутся. Это кошмарная, чудовищная ситуация. Но давайте помнить про то, что Украина – жертва агрессии. Это на нее напали. Это на нее напали. Иначе это получается история про то, как подлый, коварный враг коварно стреляет из зениток по нашим самолетам, мирно бомбящим его города. Это что-то вот в этом роде. Но что вы скажете людям, которые говорят, что да, Украина обороняется, пусть она обороняется в рамках своих территорий? Но оставайтесь вы в рамках своих территорий, во-первых. Вот что я на это скажу. Кто вас туда звал? Чего туда полезли? Вы там сеете вообще кровь, разрушение, творите всякие ужасы и что? И вам нельзя дать сдачи? Нет, ну правда. Как это вообще? Я не понимаю этой постановки вопроса. Ну, это одна из постановок вопросов. То есть, это я ее не выдумала, она существующая. Я знаю, что она это существует, вопрос, который бесконечно задается. Она, мне кажется, идиотской. Значит, я тебя буду бить, а ты меня не бей? Как это? Как это? За коврик не заходи. За коврик. А я буду заходить, а ты не заходи. Я буду не бить ниже пояса, а ты не бей. Так что ли? Waken up, London, waken up. God bless you, officers of the law. God loves you, young lady. You're precious to God. You're precious to God, sir. He loves you too. He even loves me. That's a miracle. God bless you both. God bless you, officers. God bless you again. We're here again, young man. Need to waken up. God loves you. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved from hell. It's good news for all of us. He loves you. He loves you. God bless you all. Но с точки зрения вот этих новых правил здесь, вот мы с вами говорили про Украину, которая все-таки, с вашей точки зрения, имеет право отвечать всеми теми способами, которые ей кажутся правомерными в ответ на агрессию. Мы говорили про 7 октября 2023 года, эту чудовищную атаку на Израиль, последствиями которой инициаторы новой войны называют и удары по Ирану, и вот этот весь пепел, который разлетелся по Ближнему Востоку. Это правомерный ответ? Удар по Ирану. Я несколько раз выражал скептическое отношение в соцсетях. Да, я видела. Да, комментарии читала там. Куча Да. просто народу, который меня за это просто ненавидит. Я прям вашей психике Из позавидовала. Израиля, из Америки. Нет, это мне интересно. Я понимаю, почему эти люди так пишут. Я вообще понимаю, почему большинство людей русскоязычных, живущих за границей, придерживаются очень правых взглядов. Это естественно, это понятно. Значит, в чем моя претензия? Моя претензия в том, как это сделано. Как это бестолково сделано. Вот чего эта операция... Как можно изящно бомбить? Ой, давайте сначала посмотрим, почему обязательно бомбить. Как это сделано? Режим сменить таким образом, бомбя в стране, невозможно. Он только будет от этого консолидироваться. Ядерное оружие, которое хотели, чтобы Иран отдал, он его не отдаст. И ты его не заставишь. Он будет сейчас шантажировать ценами на нефть и так далее. Значит, чего? Чего добился этот режим? Старого Хаменеи сменил на более молодого Хаменеи. Это все. И погрузил мир, так сказать, вот в это. Это явно производит впечатление очередного вот этого самого трамповского взбрыка, который сначала что-то делает, а потом начинает думать, что ему с этим делать. Вот. И я бы очень хотел ошибиться, но не думаю, что. Но не думаю, что это возможно. И что будет дальше?
дальше будет плохо. Скорее всего, поняв, что дело катится черти куда, Трамп объявит, что он победил, чтобы операция блестяще завершена, значит, Иран в результате останется там же, где он был, при ядерном оружии. Еще, так сказать, теперь еще из-за того, что там погибли люди под бомбежкой, значит, будет больше сплачиваться вокруг своих этих самых безумных лидеров. Вот. А Трамп повернет руль автобуса в другую сторону и еще что-нибудь устроит, потому что ему нужно перед американскими ноябрьскими выборами повышать свой рейтинг. Что-нибудь он еще устроит. А эти заберут всех, кого смогут, чтобы прийти отомстить за смерть тех, кого не любили? Я имею в виду иранское руководство. Да, ну у них там много сидит политзаключенных. Они там сейчас уже собираются, будут устраивать чистки и так далее и тому подобное. Я еще раз скажу, я очень хотел бы ошибиться, но не похоже, что. И на этом фоне Украина, которая лишилась всякого международного внимания, международной поддержки, не имеет шанса получить никакой Во-первых, подмоги. по украинцам и Украине очень сильным ударом было 7 октября. Потому что оно впервые убрало украинскую войну, так сказать, надолго из повестки. Сейчас происходит то же самое. Вот уже сорваны переговоры. Да? Вот уже, так сказать, Путину обещают, что... Ну, он уже понятно, что он очень сильно наживется на том, что поднялись цены на нефть. То есть, получит новые деньги на войну. Все это для Украины и украинцев очень плохо. И с этой точки зрения, вот мы находимся в конце, даже в начале второй четверти 21 века. И мы оказались в ситуации, согласитесь вы со мной или нет, когда исход войны опять решается на поле боя. Не в переговорах, не в международном раскладе, а на поле боя именно. У меня такое ощущение, что эта война, ее исход на поле боя не решится. По-моему, это уже ясно на 5-й год войны. Вот, что эта война идет на истощение. Истощение – это не поле боя. На истощение – это когда кончаются, так сказать, деньги на войну у одной из сторон. Это становится нечем платить за оружие. Вот. Но я думаю, что российско-украинская война, которая для нас, конечно, главное событие, для мира уже даже и не главное событие. Потому что в мире будут происходить, видимо, какие-то более глобальные и мощные вещи. Мир вообще меняется. Меняется система мироустройства. Это произойдет в ближайшие годы. Да? Я не знаю ни одной страны, не то чтобы я знаю ситуацию, правда, была во всех странах на свете, в которой в последние годы не стало бы хуже, чем было. Причем в тех странах, которые мы привыкли считать самыми благополучными. В европейских странах очень истончился, так сказать, зона здравого смысла, центра, зона взрослости, потому что идет накат с двух сторон. Значит, с ультраправой стороны идут, с моей точки зрения, так сказать, дикари. С левой стороны идут идиоты. И вот эта вот борьба между дикарятами и идиотами, сжимающая центр с двух сторон, это очень опасная штука. И я не вижу никакой силы, которая способна была бы сделать что-то взрослое и проявить, так сказать, взрослость и волю и ответственность. Не вижу, к сожалению. Я вижу только, как рушится прежняя политическая система, как рушатся традиционные политические партии. Я вижу, как ослабляет четвертая власть, пресса, средства массовой информации. И у меня такое ощущение, что, так сказать, люди, от которых здесь зависит решение, еще как-то плохо понимают всю глубину кризиса, в котором они сейчас оказываются. Это кризис системный, это общий кризис демократии. Как из него будет выбираться цивилизация, выберется ли, я пока не знаю. Знаете, меня впервые эта мысль посетила много лет тому назад, когда я оказалась в Афганистане, еще в момент, когда там были американцы. И я оказалась в одном Это в каком году? Это было в 2008 году. И это был Джалалабад, то есть самый такой серьезный город с точки зрения и оккупации и всех процессов. И я шла по этому городу, и мне казалось, что все на меня смотрят, потому что я была единственная европейско выглядящая женщина в этот момент на этих улицах, несмотря на то, что я была в правильной одежде. И меня поразила такая история. То есть у меня было полное ощущение, что я на машине времени приехала в Средневековье, только у этого Средневековья есть огнестрельное оружие. И я тогда впервые задумалась о том, что, возможно,
мир с этой своей одинаковой линейкой, американизма, назовем так, или европейскости, или западности, приходит во все те страны, до которых смог добраться, наделяет эти страны по своему усмотрению достижениями цивилизации, но совершенно не в состоянии поменять их менталитет. И те страны, которые смогут отстоять свое право быть такими, какие они есть, сохранятся. Только теперь у них есть самое страшное оружие. И вот выхода из этого я не вижу никакого. Мы сейчас явно находимся в ситуации, когда надо заниматься не благодетельствованием с нашей точки зрения каких-то других стран, а заниматься своими собственными странами, потому что у нас происходит черт знает что. А какая из этих стран наша везде. теперь? Какая из этих стран наша теперь? Там, где вы живете, там и ваша страна сейчас. Знаете, и Россия остается все равно вашей страной. Вот ими и занимайтесь. А имею я на это право? Вы имеете право на все, на что вы считаете, что имеете право. Наверное, так сказать, безродный космополит, но для меня всегда наши – это были люди, которые придерживаются моей системы близких мне взглядов. Для меня никогда не имело значения этническое происхождение. Я сейчас российско-украинскую войну, вот я сейчас скажу, я знаю, что многие украинцы, если нас услышат, меня за это сильно не полюбят, я не делаю разницы между украинцами и россиянами, потому что эти мои люди и те мои люди. Это не то, что вот наши там с одной стороны, наши с другой стороны. Наши – это хорошие люди, а не наши – это плохие люди. Вот как-то так я к этому отношусь. Впрочем, наверное, это не совсем так сейчас я подумал по поводу того, что к плохим людям из одного со мной народа я отношусь хуже, чем к плохим людям из другого народа. Потому что они далеко, а эти близко, и мне с ними жить, они мне жить мешают. У меня для вас есть вопрос от Льва Марковича Шлосберга, с которым я советовалась по поводу интервью. Он говорит, что одно из самых его больших потрясений заключается в том, что опыт ужаса войны оказался непередаваем через поколение. То есть его помнит только тот, кто непосредственно участвовал, а для других он обрастает какими-то уже туманными подробностями. И именно поэтому оказалась возможна та ситуация, в которой мы сегодня. Потрясаться тут нечему. Дело в том, что государство во все времена романтизирует войны. Так было всегда. Это входит в государственный интерес. Потому что, я не знаю, как у девочек, но у мальчиков у всех война романтизирована в мозгах. Там в детстве я все время хотел, чтобы мне отец рассказывал про войну. И ужасно расстраивался, что он не хочет этого делать вот категорически. Потом, когда я вырос, что называется, большой мальчик, мне было уже лет 35, один раз мы с отцом сидели, выпивали, я его раскрутил, и он мне понарассказывал такого, что я понял, почему мне в детстве про это ничего рассказывать не хотел. Вот. И в детстве ты играешь в солдатики. Да вот я сейчас по вечерам играю в компьютерные игры, я все время воюю с кем-то. Я все время сражаюсь. Во что вы играете? Во всякие исторические стратегии. Но вы не играете просто в ходилки? Нет, этот этап я уже прошел. В каком-нибудь юном 50-летнем возрасте я с этим покончил. В какую сейчас игру играете? Сейчас я играю сразу в несколько игр. Как же она, елки-палки, называется? В общем, какое-то фантазийное королевство я завоевываю. И как успехи? Так себе. Так себе, надо уровень понизить сложности. Хорошо бы в жизни можно было взять и понизить уровень сложности, да, если что-то не получается. Но вы не ответили на вопрос про вот этот опыт войны, который не передается, и оказывается, все равно каждое новое поколение хочет его попробовать. Какое поколение хотело попробовать эту войну? Вот какое поколение хотело попробовать эту войну, кроме Владимира Владимировича Путина? Кому она была нужна? Во-первых, генералам, которые вокруг него, но они тоже его поколение, и тоже люди, которые не видели войны в своей жизни. Я не уверен, что этим генералам нужна война. Этим генералам нужны деньги. Война? Они воевать не умеют. Знаете, как майор Измайлов рассказывал о том, почему пошли в Чечню, что один военачальник сказал другому, эта армия устала без войны, попробовать. Мало ли какой один дурак сказал другому дураку. Война началась из-за того, что Россия в 1991 году, потеряв половину бывших колоний, осталась унитарным гиперцентрализованным государством, которое в принципе не может допустить, чтобы какая-то его часть начала отделяться. Потому что тогда начинают отделяться все части, и государство разваливается. И главное, вот точка невозврата, по моему глубокому убеждению, это когда Ельцин решил ввести войска в Чечню. Вот после этого все прочее
что с нами со всеми произошло, было прямым следствием вот этого шага. А, Б, В, Г, Д и дальше по всему алфавиту. Вместо того, чтобы исключить Чечню из состава Российской Федерации, отгородиться от нее стеной, да, хочешь, чтобы от тебя больше никто не делился, ну, покажи, что происходит с государством, которое от тебя отделилось, не имея ни ресурсов, ничего, и живя по средневековым законам. Счастливая и великая страна – это не страна, которой все боятся, у которой большая территория, а страна, у которой людей, которые там живут, достойная жизнь, и есть в этой жизни возможности выбора. Это тривиальная, так сказать, мысль, которая, тем не менее, абсолютно верна. Есть ли такая страна сегодня на свете? Конечно, есть. Например? Ну, если, с моей точки зрения, брать страны, которые дальше всего продвинулись по цивилизационному пути, это те страны, здесь я сажусь на другого своего конька, в которых платят очень высокие зарплаты учителям и считают педагогику главным делом. Я правильно посмотрела на Японию? Нет, неправильно, к сожалению. В Японии тоже сейчас неблагополучно. Это Финляндия. Так. Люксембург. Так. Такие страны. Там действительно, судя по тому, что я читаю, в педагогику сильно вкладываются. Есть две древних традиционных точки зрения по поводу того, как сделать мир лучше. Создать правильное общество, которое воспитает правильных людей, или создать правильных людей, которые создадут правильное общество. Значит, создать правильное общество пытались очень многие, и получается всегда хреново. А вот надо попробовать с другой стороны. Надо воспитать новое поколение людей при помощи правильной педагогики, которые будут лучше и создадут лучшее общество. И сейчас я придерживаюсь этой точки зрения. Да, но тогда нужно как-то постараться сделать так, чтобы в момент их расцвета власть была в руках не у совсем придурков. Абсолютно так. Абсолютно так. А вот мы со своим поколением этих детей оказались вот в этой ситуации. Я сейчас как-то не особенно уповаю на Россию в этом смысле. Вот, хотя, когда Алексей Навальный разрабатывал свою прекрасную Россию будущего, да, и, так сказать, я тоже участвовал в обсуждении этой программы, я говорю, а сделайте национальным проектом, так сказать, создание лучшей в мире педагогической системы. Сделайте задачей государства воспитание нового поколения детей, вот, которого не было нигде и никогда, а сам образованный говорит, отлично, говорит. И там это есть в этом документе. Это, по крайней мере, было красиво. Но вы больше не причисляете себя к российской оппозиции? Ну, я, собственно говоря, никогда не был политическим вы в комитет активистом. входили и в один, и в другой. Да, но я всегда много раз говорил про то, что я из части поддерживающих. Я из части поддерживающих, и я поддерживаю тех политиков, которые в наибольшей степени совпадают с моей системой взглядов. Вот. Сейчас тем более. Много говорят о том, что вот оппозиция, которая уехала, сейчас должна потратить время на то, чтобы перепридумать Россию будущего. Но есть ощущение, по крайней мере у меня, что оппозиция в России в очередной раз сама себя победила. Да, это действительно так. К сожалению, в этом ничего удивительного. В этом ничего удивительного нету. Так в истории было всегда с эмигрантскими, так сказать, политиками. Они, понимаете, это по правилу, по складу, по темпераменту люди активные. Люди, так сказать, боевитые. И в ситуации, когда нету, так сказать, условно говоря, царизма, с которым надо сражаться, они начинают сражаться друг с другом. Так было всегда. Так было всегда, и так всегда будет. Я, честно говоря, ничего и не жду от них. Да, конечно, было бы здорово, если бы там нашлись какие-то люди, которые могли бы стать выше межфракционных раздоров и сделали бы то, что в принципе может и должна делать оппозиция. Там есть несколько вещей, которые надо делать, которыми надо заниматься. Одна из них та, про которую вы говорили. Да? Это должен быть такой think tank, который вырабатывает план, что делать в тот момент, когда в России произойдет смена режима. Это обязательно нужно. Вторая история, то, чем занимался Владимир Ильич Ленин. Это создание, так сказать, дееспособной и активной партии. В этом смысле он был великий политик, он ее таки создал. Да? Потом есть такая вещь, как организация жизни очень большой русскоязычной диаспоры.
Это тоже очень важное направление. Оно напрямую не связано с политикой, но оно легко превращается в политику. Оно связано, потому что ты показываешь, что ты можешь решить проблему диаспоры здесь, значит, возможно, ты зарабатываешь у тебя есть... доверие, Конечно. да, люди тебе доверяют. Это тоже этим никто не занимается в серьезном общении. Это вот такие вот вещи. Ну и, конечно же, работа по объяснению, по разговору с людьми, которые остались в России, на таком языке, который будет понятен и внятен, не с позиции морального превосходства или обличительства, понимая, в какой ситуации находятся эти люди, да, оставаясь, так сказать, с ними. И очень хорошо понимая, что в любом случае, если в России что-то произойдет, это сделают люди, которые живут в России, а не в эмиграции. Они неизмеримо важнее. А на каком языке разговаривать можно с людьми, которые остались в России из-за границы? На языке понимания, на языке эмпатии, на языке сочувствия. При этом, понимаете, в чем дело? Вот оппозиция, не только нынешняя российская, вообще живет по принципу, кто не с нами, тот против нас. Это лозунг лузера. Потому что побеждают с лозунгом «кто не против нас, тот с нами». Значит, всякий, кто не является твоим активным врагом, является твоим потенциальным союзником и другом, и ты должен работать на то, чтобы он им стал. Без этого политических побед не бывает. Когда вы последний раз плакали? Я думаю, что я последний раз плакал в классе во 2. Это потому, что вы себе не позволяете эмоции или просто такой склад характера? Я не позволяю себе. Я не позволяю себе раскисать. Я считаю, что это стыдно. Мамино воспитание. Мама у меня была человек твердый, это правда. Ваша мама очень похожа на мою бабушку. Мне тоже всегда казалось, что она меня к чему-то такому готовит. Ну, теперь понятно к чему, но в детстве было совершенно непонятно, потому что мое детство не подразумевало ничего, никаких испытаний. Нет, меня все время готовили к испытаниям, потому что у нас такая трудная страна, потому что, ну, понятно, она не хотела, чтобы это самый ребенок там слишком размечтался, а потом разбился в действительности. А видите, через поколение, да, как получилось, что вот готовили этих мягких, которые там границы, там дети, много полов, там все, что хочешь. Пусть тебе вот мы здесь и здесь и здесь подстелим. Пусть у тебя будет все удобно, все хорошо, все комфортно. А как оказалось? То есть оказались наши мамы и бабушки, которые имели за спиной опыт войны и лагерей, знали, как надо подготовить человека к самому удивительному будущему. Все разные, все мы разные, все мы получились разные, тем мы и интересны. Кто-то получился таким, кто-то этаким. Я не знаю, самое важное в жизни человеку понять про себя, что он собой представляет. Чем раньше он это сделает, тем лучше. Что он собой представляет. Чем ему надо заниматься, чем ему не стоит заниматься. В чем он силен, в чем он слаб. Вот эти вот вещи. К сожалению, это то, чему должны учить детей в процессе педагогики. Нас этому не учат совсем. Совсем. В школе учат чему угодно, но не этому, не, так сказать, не понимать самого себя. Ну, до некоторой степени эту функцию выполняет литература. А что вы делаете, когда вам совсем плохо? Когда мне совсем плохо, у меня много есть способов повысить себе настроение, кроме шампанского в бутылке, от которого я не откажусь, и «Женитьбы Фигаро», которую я один раз прочитал в юности и больше не буду. Да ладно, классно. Для этого существует у меня обширное. Дайте хотя бы пару рецептов. Так, ну сейчас я попробую. Что мне поднимает настроение? Ну вот, например, как-то на Новый год, вот недавно совсем было плохое настроение. Когда мне хочется поднять себе настроение, я прошу жену мне что-нибудь нарисовать. Она так чудовищно рисует, что вот она мне нарисовала лошадь, и она эту лошадь, вот она у меня лежит рядом, стала ногом показать. Можете показать? Да. Я думала, что вы сейчас скажете, прошу жену мне спеть. Хорошо. О, Боже.
Ну, это просто прекрасная лошадь. Красивая Она лошадь. очень добрая. Она, кстати, похожа на вашу жену. На лошадь не очень похожа. Ну, не важно, лошадь не должна быть похожа на Ну, лошадь. у меня много всяких таких маленьких способов улучшить Простите. настроение. Еще мне всегда улучшает настроение, знаете что? Напоминание о том, что в мире много красивого. И я сейчас, это тоже, так сказать, с годами я выработал себе этот критерий. А самое красивое, по моей оценке, что может сделать человек, это поступок. Красивый поступок выше произведения литературы и искусства прекрасного. Вот. И есть люди, которые совершают красивые поступки даже сейчас. Приведите Такие люди. пример. Я не буду, можно приводить пример людей, за которыми я слежу в России, которые ведут себя красиво, что они есть, просто чтобы их не подставлять. Вот. Но всегда кто-то совершает что-то красивое. Я, например, самое тупое. Открываешь YouTube и задаешь «спасти собаку». И сразу тебе валится куча роликов про то, как кто-нибудь лезет в прорубь спасти собаку или еще что-нибудь такое. То есть людей, которые рискуют всем, это очень красивый поступок. Да? И такого вокруг много. Когда становится как-то вот это самое совсем черно, ты включаешь этот фонарик и находишь какое-то светлое пятно. Они есть всегда. Невероятно. И при этом мы живем, ну, с моей точки зрения, в мире, где вот сила ненависти совершенно побеждает все остальные силы. Мы точно знаем, что социальные сети выше котируют посты, в которых есть то, что называется hate speech. Скандал какой-то, да? Да. Мы точно знаем, что огромное количество людей делает себе имена, просмотр, популярность и биографии целые на производстве ненависти. Как вы с этим справляетесь? Я так слежу за вами, и время от времени вы под этот душ ненависти попадаете, но как будто к вам... И как будто вас это не касается, или вы делаете вид? Нет, совершенно... Давайте разберем. Первое. Почему ненависть оказывается более продаваемым товаром, чем смирение, любовь и остальное? У меня есть для этого маниловское объяснение. Когда людей тянет к чему-то злому, это значит, что для них это экзотика. Потому что людей тянет того, чему в повседневной жизни, так сказать, им не хватает. Если у человека есть человек злой, у него в жизни много злости, он не будет на это смотреть. Это значит, что люди, которым интересно посмотреть на скандал, что они на самом деле, может быть, не очень скандальные. Им интересно, так сказать, посмотреть на это как на аттракцион. Смотреть на это так. А вы как с этим справляетесь? Ой, смотри, какой скандал. Да, мы все сейчас... эти самые подсажены на социальные сети. Если это какой-то сплетнический скандал, я с удовольствием за этим наблюдаю. Если это скандал и какая-то ругань между людьми, которые, с моей точки зрения, наносят вред к системе взглядов, которые я придерживаюсь, меня это расстраивает. Я бы ни за что в жизни не стал бы в этом участвовать. Может в войне одна сторона вести себя супер благородно, а другая нет? Бывает такое. И делает ли война автоматически ту сторону, на которую напали, лучше, чем та, которая напала? С моей точки зрения, методы, которыми ведется война, борьба, дискуссия, это вообще самое главное. Это самое главное. Что меня безумно раздражает, когда люди, и расстраивает, когда люди, придерживающиеся моей системы взглядов, начинают вести себя, вот эта самая пена на губах ангела, пресловутая, да, вообще вот эта вот мысль померанца о том, что стиль полемики важнее предмета полемики, при том, что предмет, конечно, очень важен, это тоже вещь, коренная. Там сейчас наши зрители слушают и думают, вот это самое Манилов, розовый пони. Я это говорю не из прекрасной души, я говорю из совершенно практических соображений. Потому что всякая борьба, кроме тех двух сторон, которые непосредственно дерутся, имеет огромное количество зрителей, которые не участвуют и выбирают, на чью сторону встать. И та сторона, которая красивее дерется, она выигрывает по очкам. Она вызывает больше симпатии. Симпатии склоняются на ее сторону. И если ты хочешь добиться прочной победы надолго, да, то побеждай красиво. Потому что красота – это страшная сила. Вот. И дерись красиво, и спорь красиво, и воюй красиво. И ты этим и победишь. Приведите пример.
Ну, возьмем, например, вопрос о том, как Индия добилась независимости во главе с Ганди, который вел ненасильственную борьбу, а не взрывал поезда и так далее. Это огромная страна, да, она победила колониальную империю вот таким вот образом. Как думаете, сейчас такое возможно? Конечно, это всегда возможно. Это всегда возможно. Более того, человека, который себя безупречно и красиво ведет, его невозможно победить. Его убить можно, а победить его нельзя. Да, но мы только что говорили о том, что никакие законы, кроме силы, больше не работают. А во времена Ганди все-таки, ну вот, я не знаю, может быть, это неправомерное сравнение, но все-таки там Нельсон Мандела и Ганди, да, это близкое время и разные методы. Я говорю про Ганди, эта методика мне ближе. Англичане, как вы знаете, отлично применяли силу и пролили немало крови. Так что, когда я говорю про то, что в мире сейчас действуют только законы силы, я говорю не про свои законы. Я говорю про законы, которые установились в мировой политике, и я никаким образом себя к ним причастным не считаю. Но если говорить о коллективной вине и личной вине, и коллективной ответственности и личной вине. Я считаю, что ответственность может быть только личной. Как вы понимаете, это полностью рифмуется со всей моей остальной позицией. Человек отвечает за то, что он сделал, или за то, что он должен был сделать, но не сделал. То есть это принцип. Понимаете, если ты человек религиозный, ты знаешь, что на страшном суде будут спрашивать не с россиян, а будут спрашивать персональность тебя. Вот персональность тебя. Вот так. По этому принципу, на мой взгляд, должен быть устроен земной суд. Я, например, поэтому много раз повторял и писал, и получал за это со всех сторон, что я, например, принципиальный противник иллюстрации. Я считаю, что сколько бы времени ни продолжалось разбирательство, если есть шанс, что в некой корпорации и системе есть какой-то хороший и порядочный человек, наказывать его по общему принципу – это преступление. Лучше не покарать виновного, чем покарать невиновного. Я понимаю, что сейчас не время об этом говорить, потому что никто никого карать не собирается в ближайшие самые годы. Это как бы твои собственные правила, которые для себя вырабатываешь, и они проявляются в самых разных сферах жизни. Ну а тогда в чем вы себя считаете сейчас виноватым? И за что вы готовы нести ответственность? Я считаю себя, лично себя и свое поколение виноватым в том, что нам невероятно повезло с временем, которое нам досталось. Это было самое свободное время в истории этой очень несвободной страны России. Это вот 90-е и начало 2000-х. Да. И мы все, я, да и в общем все, кого я знаю, дружно кинулись строить свое личное счастье и благополучие. У многих из нас это получилось. Вот. Но пока мы, значит, строили себе эту избушку лубиную, вот и построили себе ее, значит, мы, например, брезговали заниматься политикой. Это дело грязное. Вот это удивительно, кстати. Это совершенно неудивительно. Психологически это очень понятно, потому что мы выросли в Советском Союзе. Мы выросли в системе коллективизма. Поэтому для нас коллективизм это было что-то обрыдшее, отвратительное. Мы все упивались индивидуализмом. Мы все хотели быть сами по себе. Вот. И в результате, значит, Россия досталась людям, которые не брезговали политикой. И они сделали с ней то, что они с ней сделали, а всех нас оттуда и, в общем, наверное, по делам выперли или мы сами уехали. Это вот то, в чем я чувствую себя виноватым перед более молодыми поколениями. Мы оставили им очень хреновое наследие. Да и тот там ужас, который сейчас происходит, это прямое следствие вот этого тоже. Что, как писатель-историк, вы не углядели в этом очередном повороте развития истории России, что должны были углядеть? Я исходил из такого, что ли, западнического убеждения, что Россия такая же страна, как большинство других стран, и что в ней действуют те же законы.
Я много раз говорил и писал, даже уже в 2000-е годы, даже уже при Путине, что все это ерунда, все это рассосется. Это болезнь роста. Подождите, сработает пирамида Маслоу. Увеличится доля среднего класса. Средний класс – это опора демократии. Вот. Среднему классу не может жить без демократии. Постепенно, значит, все эти, так сказать, атеистические движения перемелятся, и все будет хорошо. Вот когда было белоленточное движение, вот когда была Болотная площадь и так далее, вот тогда я был абсолютно убежден в том, что вот это произойдет. Моя ошибка объясняется тем, что меня неправильно учили истории на моем историческом факультете. Я неправильно понимал природу российского государства. Я не понимал его устройства, его законов. Я сейчас, например, думаю, что если бы в 2012-2013 году, значит, наше бы движение, там, не знаю, победило, да, получилось бы то же самое, что сейчас. Потому что через некоторое время, значит, демократически выбранный демократический президент Ельцин-2 оказался бы перед выбором. Или он перестает быть президентом, или он перестает быть демократическим. Потому что страна построена таким образом, исторически построена, что она может управляться только из одной точки, только из одного центра. Как он ни называется, Санкт-Петербург, Москва, неважно. Это огромная разномастная страна может управляться только гиперцентрализованно, а это значит через насилие и запугивание. Это несовместимо ни с самостоятельностью регионов, ни с демократическими свободами. Но никогда же не пробовали по-другому. Пробовали. Когда? Пробовали в феврале 2017 года. Пробовали в 1991 году, помните? Возьмите столько, сколько суверенитета, сколько справится. Потом нет, они говорили искренне, потом сказали, а ну-ка, кто хочет отделиться? Чечня хочет отделиться? И что захотел? Кого вы там выбрали себе губернатором? Бандиту? Нет, так дело не пойдет. А ну-ка, отдавайте все обратно. Это произошло, как я сейчас понимаю, не по чьей-то злой воле. Это конструкция государства. Это вертикальное государство. Оно всегда было только таким. Для того, чтобы Россия смогла существовать в демократическом режиме, она должна превратиться в настоящую федерацию или конфедерацию, где основные решения принимают люди, которые живут там, где они живут. И вместе эти люди живут не потому, эти субъекты живут не потому, что они боятся, что им пришлют воздушно-десантные войска, а потому что им это выгодно, потому что им это нравится. А кто хочет выйти, до свидания, иди, до свидания. Уходи, пожалеешь потом, что ушел. До тех пор, пока Российская Федерация не станет вот такой вот структурой, да, где центр только определяет внешнюю политику, какие-то общие законы, ведет общенациональные проекты. Потому что не может Петербург и, условно говоря, Чечня жить под одним и тем же законом. Там другие традиции. Как другие они не живут? Они не живут в результате. В результате и страна не развивается. А кто должен принимать это решение? Я понимаю, что это немножко такие розовые сейчас разговоры, да, потому что сперва должна закончиться война, должен закончиться вот этот срок, этот период, этот временной отрезок. Но тем не менее, в идеальной конструкции кто должен принимать это решение? Это, как обычно, сверху, ведь в России не было ни одной революции, снизу все-таки. Катя, у меня на эту тему написан целый роман. Я знаю. Называется «Счастливая Россия». Там все про это написано. Как это должно быть сделано? По каким принципам, на каких основаниях, как всему этому сообществу вместе жить, зачем ему вместе жить. В этом должен быть смысл. Вот. И я легко могу себе представить ситуацию, когда в какой-то из этих республик настоящая демократия, а в какой-то живут по законам шариата. Но они так хотят жить, но пускай живут. И при этом они все равно все составляют одно единое государство. Потому что им это выгодно, потому что они хотят делать какие-то общие национальные проекты, они хотят вместе обороняться, они хотят вести общую, налоговую такую-сякую полицию. Вот это не я сказал, это сказал еще Франклин про другую страну, когда она создавалась. У нас такая большая страна, сказал он, что ее можно удержать, что ею не может управлять одно правительство. К России это относится в еще большей степени. С той лишь разницей, что та большая страна, она сплошь состояла, на 95% состояла из приезжих,
А Россия – страна, которая состоит в равной степени из тех, кто там жил, и тех, кто съездил в Европу поучиться и вернулся. Это немножко разная история, это разные социальные просто слои и разные идеи у этих людей, в какой стране, в каком государстве они должны жить. И может ли так случиться, что людям, живущим в России, удобнее жить ровно так, как они сейчас живут? А в то, что вы думаете, это ваши интеллигентские фантазии. Очень может быть. Очень может быть, что представление людей не совпадает с моим представлением. То есть даже точно так оно и есть. Я просто еще думаю, что представление людей, живущих, условно говоря, в Хабаровском крае, может не совпадать с представлением людей, живущих в Калмыкии. Очень может быть, что они хотят жить по-разному. И пускай живут по-разному. Пускай они живут по-разному. Пускай это будут как бы, автономные, там, я не знаю, суверенные субъекты, которые обладают очень серьезной... Во-первых, большинство денег должно оставаться у них там на месте. Они должны забираться центром, да, который будет их потом перераспределять, эти деньги. Во-вторых, на какие деньги будут с мигалками в Москве ездить тогда? Никто не будут ездить с мигалками. Плохая шутка. Вы находитесь на связи с кем-то в России? Конечно. Я имею в виду не из близких, а, допустим, из круга читателей. Мне все время же пишут. Мне все время... Гадости пишут или наоборот? По-разному. По-разному. По-разному пишут. Конечно, кто-то пишет гадости. Вот. Это меня как-то поддерживает. Я люблю, когда плохие люди мне пишут гадости, значит, я не зря на свете живу. Как вы определите, что он плохой? Может, он просто обиженный? Это видно по тем словам, которые он выбирает, по той системе, так сказать, терминов и кодов, которые человек употребляет. Это же видно всегда. Это меня укрепляет. Это мне нравится. А вы эмоционально реагируете, когда вот из России к вам доносятся обвинения? Я сейчас не имею в виду там все эти суды и все такое прочее, но это все понятно. А люди, которые ваши читатели, которые столько вам подарили там любви, добра и столько прочли ваших книжек вообще-то. И я думаю, что для писателя это должно быть в известной степени разочарованием в аудитории, нет? Нет, я веду социальные сети. Вот мне это интересно. Вот я смотрю комментарии. Вот. Я отлично понимаю, что комментирует 1% читателей. Это как бы в основном люди экстравертного склада, и по ним нельзя судить обо всей аудитории. Поэтому я иногда провожу голосовалки, там, то, сё, 5-е, 10-е. Мне действительно очень много пишут. Что-то хорошее, плохое, умное, глупое. Всякое. Писатель, он как пчелка, он все превращает в мед. Мне все пригодится. Вот. И мы, конечно, сейчас находимся в неизмеримо более выгодной ситуации, чем мигранты прежних времен. Потому что связи не прерваны. Информация не прервалась. Если ты делаешь над собой некоторые не такое большое усилие, чтобы поставить себя на место человека, находящегося сейчас в российской ситуации, тебе очень легко понять вот эту самую дискордию, вот эту депрессию, асфиксию, унизительность. Я имею в виду сейчас людей, которые придерживаются таких же взглядов, как я. Да? Я не имею в виду других людей, которым сейчас хорошо, бог с ними. А мне кажется, что у которых хорошо не так уж они и есть. Не может тебе быть хорошо, когда ты находишься в состоянии, во-первых, войны, во-вторых, так или иначе, да, во-вторых, стагнации. Кать, кому война, кому мать родна? Там большое количество людей, не только получающих выгоду не только от войны, но и вообще от диктатуры. Потому что там другие работают социальные лифты. Очень много честолюбивых, так сказать, беспринципных людей, которые по этим лестницам карабкаются изо всех сил, со страшной силой. Но очень много людей, которые богатеют. Там есть благополучатели и много. Большинство людей, как я понимаю, это просто обыкновенные люди, которым трудно живется, которые понимают, что от них ничего не зависит, которые так приспосабливаются, как-то заботятся о жизни своей семьи, то сё, 5-е, 10-е. Это тоже понятно. Это грустно, это печально, но по-другому, наверное, и не может быть. Все, кто был смелый, принципиальный, или сидят. Те, кто отказывался жить в этой системе и мог уехать, уехали. Остальные, кто не мог уехать, они замолчали. Это не значит, что у них изменился образ жизни. Там есть другой механизм, который я тоже очень хорошо понимаю. Это механизм человека с самоуважением. Угу. Это механизм этической адаптации к неэтичным условиям. Человеку рефлексирующему, человеку
думающему свойственно искать оправдание для того, что вот он ведет себя вот таким вот образом, а не другим. Это вот вещь действительно токсичная, разъедающая. Потому что умный человек всегда объяснит себе, почему он там ведет себя вот таким вот образом. Потому что иначе же он сойдет с ума. Иначе он сойдет с ума, иначе он, так сказать, утратит самоуважение. А для многих людей это важно. Там есть несколько сценариев. Один сценарий. Ну вот, это вот такая страна. Это моя страна. Ну вот такая, как она есть. Я люблю ее такой, как она есть. Да, я сохраняю ей верность. Ну вот, да, это страна с тяжелой историей, с Пусть тяжелым кричат наследием. Родина, она нам нравится. Значит, другая история, это значит, ну а что, люди-то должны жить, больницы должны работать, да, детей надо учить. Ну вот так вот мы живем. Вы там красуетесь, а мы это самое дело делаем каждый день. Тащим на себе вот это, иначе здесь все помрут от голода, и ничего здесь не будет. Поспорьте с этой позицией. Вот, значит, потом еще одна позиция. Господи, да просто мы здесь честные. У вас всюду так. Посмотрите, что у вас там делается. Вы посмотрите, как у вас там у самих-то за вашими... Да, уж так особенно-то не гордитесь. У нас вот так вот. То есть, эти все несколько незамысловатых алгоритмов, они отлично сейчас все во все работают. И у каждого из этих людей обязательно есть какая-нибудь луковка. Кого-нибудь они спасли, кому-нибудь помогли, что-нибудь пожертвовали. Да? Ну, я не беру там совсем мерзавцев, которым хорошо, хорошо для них. Вы описали позицию людей, в общем, совестливых. Нормальных, да, неплохих людей, даже хороших. А как им выживать? Как им выживать? Есть рецептура, которую тоже не мы изобрели, она отработана в советские времена. Во-первых, не пачкаться. А если ты работаешь в госбольнице, ты пачкаешься? Госбольница каким образом? Ну, ты врач, работаешь в государственной больнице. Чем ты пользуешься? Ты получаешь деньги от государственной, налоги ему платишь. Нет. А оно на этой налоги ракеты. Ой, ну нет, это про налоги, это попробуй не платить налоги в стране. Это вообще, я с этим не согласен, это совсем. Значит, во-первых, не пачкайся, не участвуй в мерзостях. Во-вторых, поддерживай тех, кому хуже, чем тебе. Это очень мощный, так сказать, наркотик. Если ты кому-то помогаешь, ты сам начинаешь чувствовать себя намного лучше. И не меняй своих убеждений, своих ценностей. Это вот тот минимум, да? Там героем, там подпольщиком мало кто может быть, а вот это тот минимум, который мое поколение выучило еще в Советском Союзе. Для тех, кто старше, это ноу-хау возвращается, а те, кто моложе, к сожалению, вынуждены выучивать его заново. Вы верите опросам, исследованиям и какой-то информации, поступающей, якобы объективной из России сюда? Честно говоря, нет. Не верю, потому что я представляю себя, как кто-то проводит опрос в Советском Союзе, приходит ко мне и задает мне вопросы, поддерживаете ли вы Леонида Ильича Брежнева, считаете ли вы, что партия «Ум, честь и совесть» нашей эпохи? Я говорю, нет, не считаю, закройте двери, идите отсюда. То есть, что бы там ни говорили, в любом случае, это в стране нагнетается атмосфера запугивания. Параноидальная атмосфера, она заразительна. Люди часто чувствуют себя в опасности, даже когда реальной опасности-то нету. Вот. И в этой ситуации проводить опросы. Или же этот опрос должен быть построен таким витиеватым образом, чтобы ответы были не лобовые. То, что я вижу в вопросах, поддерживаете ли вы Путина, считаете ли вы, что дела идут правильным образом, как-нибудь похитрее, пожалуйста. Видите ли вы какой-то момент, в который люди, уехавшие и люди, оставшиеся, все-таки сойдутся? Или вам кажется... С моей точки зрения, это как две льдины, которые все-таки удаляются друг от друга без возможности встретиться. Разве что они обогнут земной шар вокруг. Мне тоже так кажется. Более того, у меня ощущение, что люди, которые уехали, и люди, которые остались, сейчас вынуждены вырабатывать для себя разные правила жизни, выживания, самоуважения, а не другие. Потому что люди, которые уехали, им тяжело. Им тоже тяжело по-другому, но тоже очень тяжело. Вот это самое, назовем его условно, эмиграция 2022, да, потому что большинство уехало в 2022 году, они попали в уловку 22, которая состоит из того, что в России, да, они плохие,
потому что они уехали от Путина, а здесь они плохие, потому что они приехали от Путина. И в этом, так сказать, есть отличие от первой миграции белой, потому что тем выдавали нансенские паспорта, им как-то сочувствовали, этим не сочувствует никто. И да более того, сочувствовать им считается дурным тоном. Преобладает вот это вот настроение, там, я сейчас процитирую стихотворение первой миграции, да, что мертвее быть не может, и чернее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать. Поэтому сейчас здесь, вот нам, тем, кто находится здесь, тоже очень важно выучить для себя какие-то новые правила жизни, как мне кажется. Во-первых, если профессия, которой ты владеешь, и которой ты привык здесь не востребована, не держись за нее. Это тяжело, но приобрети себе другую профессию. Во-вторых, не сиди на чемодане. Не жди того, что завтра вернешься. Так жить нельзя. Ты живешь здесь и сейчас строишь жизнь здесь. Вернешься, вернешься, не вернешься, не вернешься. Ну и потом то же самое. Поддерживай тех, кому хуже, чем тебе. Да, не ты в стрессе, тебе плохо, но не излучай вовне депрессию и агрессию. Как это делают сейчас очень многие. Как-то, держи себя в руках. Помни, что всем вокруг плохо. Почему вы выбрали для своей жизни нынешний Лондон? Знаете, мне всегда хотелось, даже когда это казалось совершенно невозможным, провести старость в Лондоне. Мне казалось, что это подходящее для этого место, что я обрету здесь какую-то ясность мысли. Вот потом, значит, обнаружилось, что каждое место мне лучше подходит для определенного типа работы. Вот я, впрочем, давно это знаю. Я когда жил в Москве в двухкомнатной квартире, я делал 3 разных вида работы, и я одно из них делал в одной комнате, второе в другой комнате, а третье на кухне. У меня было 3, так сказать, места, и когда ты перемещался с пространства в пространство, как у тебя тумблер. Вот еще, конечно, это удобнее, когда ты живешь в нескольких странах, как я. Лондон очень хорош для того, чтобы писать нон-фикшн, документальную прозу. А поскольку я много этим сейчас занимаюсь. А для жизни вот вы себя здесь чувствуете как уже дома? Я очень полюбил Лондон. Полюбили, да? Да, это замечательный город. То есть у меня такое ощущение, что это вот лучший большой город на Земле. Здесь полно всяких недостатков, да, как везде. Что мне очень нравится, все, кто здесь живут, не чувствуют себя здесь чужими, потому что здесь приезжие, там минимум 2/3 населения. Ты со всех сторон идешь по улице, здесь невероятное количество акцентов. Никто на это не обращает внимания. И еще здесь есть какой-то лично мне симпатичная, правильная пропорция, как бы вам сказать, порядка и фриковатости. Потому что такого количества фриков, как в Лондоне, я, например, в Париже там не вижу. Здесь это нормально, здесь никто не обращает на это внимания. Вот у меня тут недалеко от дома на таком хипстерском рынке раз в месяц собираются просто фрики. У них там люди, которые любят прикольно одеваться. Я хожу туда просто как в спектакль, потому что ты смотришь вокруг, они там собираются, им отлично, все вокруг смотрят и радуются. Это вот этот, так сказать, миллиграмм безумия, который здесь витает в лондонском воздухе, он как точно заздравляет атмосферу. Вы в России были, в общем, обеспеченным человеком. И часто говорят о том, что, как это называется,
Ну, сотрудничество с российской властью для многих людей объясняется способом сохранить их капиталы и необходимостью. Да? Как вам удалось ни разу в своей жизни не соприкоснуться с российской властью? Это была сознательная позиция. Предлагали? Ну, конечно, со мной, так сказать, было время, когда все хотели со мной там это самое, куда-то меня заманивать, дружи. Я всегда понимал, я уже был не молод в это время, да, я попал в это самое. Если бы мне было 20 лет, мне было уже за 40. К этому времени, да еще с опытом жизни в Советском Союзе, я понимал, что там государству надо держаться на дистанции. Если тебя приглашают на, как это называется, на инаугурацию президента, не ходи туда, нечего тебе там делать. Вот, какие-то вот такие. Никакой из этих президентов не был вам симпатичен? Ну, там мне казалось в какой-то момент, что, значит, это самое, что Медведев, может быть, будет лидером какой-то следующей генерации. Я к нему тоже очень осторожно относился. Вот на его инаугурацию я не пошел. Вот, потому что... Да и вообще. Вот. Кроме того, не надо зависеть от... Не надо зависеть от государства, если есть такая возможность. А с моей профессией она, слава богу, была. Слава богу, была, потому что там все, что у меня есть, я это получил не от государства, а от своих читателей. От своих читателей, что, с другой стороны, тоже создает определенную степень несвободы. Потому что, когда ты понимаешь, что все, что у тебя есть, ты получал от своих читателей, да, твои читатели в России, им плохо, но ты чувствуешь как-то, что в какие-то моменты там, отмолчаться неприлично, да? Угу. Ответственность. Это даже не то, чтобы ответственность, но это какой-то, баланс какой-то представление. Просто ты потеряешь самоуважение. Да? Потому что, там, я не знаю, я ведь начинал... Я хотел писать развлекательную литературу. Никаких других у меня целей не было. Я, что называется, хотел быть этим самым знаменитым, богатым и свободным. И девушки любили. И при этом не работая, а развлекаясь. Так. Вот мой... Извините, сплетни. Это правда, что вы все это сделали, чтобы понравиться своей жене? В том числе. Более того, когда я начал писать, да, и моя жена начала это читать, она мне сказала: все остальные дела ты отставляешь и занимаешься даже только этим. Хотя у меня были варианты. Вот. Я же по своему складу теоретик. Я из тех людей, которые сначала выстраивают теорию, потом начинают свою жизнь и окружающий мир под нее подгонять, и иногда это даже удается. Вот. И я когда решил в 40 лет, что я не хочу так больше жить, я хочу жить по-другому, я начал с теории. Я подумал, я умею делать то-то, то-то и то-то, я люблю делать то-то, то-то и то-то, я живу вот в такой стране. Значит, в этой стране должно быть представление о национальном успехе. Мне нужно найти себе, как это называется, образец для подражания. Я стал думать, кто в русской культуре для меня будет образцом, как я хочу жить, как кто. Я подумал, Емеля. О, боже, нет. Да, я хочу ехать на печи, чтобы все мои желания исполнялись, а я, так сказать, лежу на печи и развлекаюсь. И это отлично, так сказать, да, и при этом, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы не заплатить за это вообще никакую цену, ни этическую, никакую. Профессия писателя в России, да, в России любят читать книжки, любят писателей. Просто для этого подходит просто идеально. И все было отлично. Но оказалось, что со свободой не очень хорошо. Потому что, это было во времена, когда в стране начались заморозки. Да? Когда в стране, так сказать, где приходят журналисты, да, ко мне все время приходят журналисты, они тебе задают вопросы. И какие-то из этих вопросов касаются того, что волнует твоих читателей, то, что происходит в стране. Да? И у тебя выбор. Или ты говоришь, ой, об этом меня не спрашивайте, или ты начинаешь вилять хвостом, тогда теряешь самоуважение, или ты говоришь то, что ты по этому поводу думаешь. А потом в стране начинают сажать людей не по делу. И поскольку ты селеб... Селеб. Да, селеб. К тебе начинают обращаться, а это самое, подпиши письмо, а заступись. И отказать невозможно. И отказать невозможно, и ты это делаешь, и я, так сказать, подписываюсь, я переписываюсь с Ходорковским, я хожу в какие-то там суды, не потому что я такой общественно активный, потому что нельзя этого не сделать. В конечном итоге оказалось, что я, так сказать, из одной сказки переместился в другую. То я был Емеля, а то я стал какой-то конек-горбунок. И это произошло постепенно и неизбежно. И ты это делаешь не потому, что ты идеалист или альтруист, просто потому, что у тебя есть какие-то свои внутренние правила, и из них нельзя
выбиваться. А сейчас какой по сказке? Ой, сейчас я бы хотел думать, что я переселяюсь в китайскую сказку. Я хочу стать старцем Даосом, но пока мне еще далеко туда. Потому что мне все время кажется, помните, такая русская сказка, у Топорова она есть как пример, когда мужик ходил на лихо посмотреть, и оно ему все отрубило, и он вернулся, ему говорят, ну что, как? Он говорит, ну, посмотрел. Нет, во мне такого любопытства нету и никогда не было. Вот, но ты просто делаешь то, что нельзя не сделать. И мои требования к себе не особенно высоки, честно говоря, но они есть. Они есть, они у всех должны быть, я думаю. Здесь вас знают как писателя? Вот вам сейчас премию там вручали большую. Премию мне вручали, как это, к сожалению, жертва режима. не за литературу, а как страшному мученику от режима. Вот, я чувствовал себя каким-то самозванцем абсолютно, потому что, действительно, я сижу в Лондоне, там, где-то меня там к чему-то приговорили заочно, арестовали, мне от этого ни тепло, ни холодно. Но здесь это выглядит очень... К сожалению, война ударила очень сильно вообще по... Вот в России меня запретили, да, по понятным политическим причинам. Здесь произошло... Нет, запрета нету, но все русские переводы русской литературы, если это не что-то такое вот публицистическое, практически прекратились в большинстве стран основных. Потому что Россия вышла из зоны приличности. И это, конечно, ударило по нам, всем тоже, по писателям, естественно. Это даже не можешь ныть по этому поводу, потому что это слишком понятно. Мне кажется, что для русского языка, для русской литературы, для того, что мы подразумеваем под русской культурой, никто не сделал так много плохого, как Путин. Потому что вот до его воцарения был небольшой шанс на то, что, например, русский язык мог бы стать международным языком общения в странах Восточной Европы. Что литература русская, она была, и никто там ее не сдвинет, сколько бы памятников не было снесено. Тут как бы вопрос просто времени. Но все остальное как будто бы действительно обнулилось, и отношение к людям тоже. То есть каждый человек, который с этим паспортом, теперь выглядит как потенциальная угроза. Да, конечно, но удивляться этому нечего. Там, я не знаю, в такой же или в еще более тяжелой ситуации оказались, например, немцы, сбежавшие от Гитлера. Для всех они были немцы. Здесь, в Англии, например, их депортировали, запросто интернировали. Вот. Культура, да. За культуру мне очень горько и обидно, потому что культура – это лучшее. Вот Россия – страна, которая миру подарила много плохого и много хорошего. И почти все хорошее – это культура. И то, что сейчас начинается все вот это развенчание русской классики за то, какие они империалисты и колонизаторы и все такое прочее, это такая все тоска. Возьмем литературу. В русской литературе последние 200 лет было две линии. Одна линия казенная, официозная, государственническая, прислуживающая власти. И другая линия, в общем, оппозиционная. Линия, которая за достоинство человека, за права униженных и оскорбленных. Линия человечная, линия гуманитарная, которая всегда находилась под ударом. И вот сейчас смешивать все это вместе, мне кажется... Они тоже иногда пересекались. Бывало, конечно, можно найти там... Гроссман, который все-таки внутри Советского Союза писал, и писал великий роман. Или там люди, которые уехали и писали очень средние истории в эмиграции. Вот это интересный для меня вопрос. Потому что если берешь 20 век и иммигрантскую литературу, очень много примеров, когда человек, который очень ярко и талантливо писал в условиях несвободы и цензуры в Советском Союзе, там неважно, там, пускай там даже в стол, уехав туда, больше ничего выдающегося не создал, как-то потерялся. А вот почему? Я думаю, что это полный отрыв от читателя имеет значение, которого у нас сейчас, например, нету. Полного отрыва от читателей нету, потому что там мои книги нельзя купить в России. Да? Ну вот мы, например, на сайте придумали, и сейчас наши бестселлеры, да, на Бабук, что мы будем их публиковать
бесплатно вот сериализовать, чтобы можно было... И я просто вижу по статистике, сколько людей из России сразу стало это читать. Сколько? Ну тут там не безумное количество. Ну, там тысячи или сотни? Ну, даже десятки. Десятки тысяч. Да. Ого. Вот, это высокий интерес, так сказать. Ну, да. Да, и что бы там сейчас ни ввели, знаете, с молитовкой да с VPN, все можно будет прочесть. Бабук – это вообще не коммерческий проект? Коммерческий. Коммерческий. Абсолютно коммерческий. Это не спонсорский. Когда он затевался, там, я поскольку это не мой проект, он делается там ребятами из Бостона, но я в нем все время, там сказать, участвую, потому что это замышлялось сначала как BA Book. Борис Акунин Book я так Club. это и Сейчас мы его переименовали. Так. И BA значит Best Authors Book Club, потому что там уже куча писателей помимо меня. Угу. Вот. Он замышлялся именно как коммерческий продукт, и для меня это важно. Вначале мне предлагали даже помощь материальную. Я сказал, спасибо, не надо. Я хочу, чтобы этот, так сказать, проект шел собственными ногами. Он идет. А для чего он нужен? Книгоиздание и литература – это единственная, пожалуй, сейчас область за искусство, я не беру сейчас журналистику, да, которая на подъеме. Потому что это закон физики, где в одном месте выкачивается кислород, в другое место он накачивается. Такое количество книг, которые сейчас выходят на территории свободы, Бабук завален просто рукописями. В основном это графомания, что естественно. Но иногда графомания очень полезная вещь, да, в ней всегда что-то находится. Иногда появляются талантливые вещи, они публикуются. Вот. И вообще, человек российской культуры в любой непонятной ситуации начинает писать книги. Все пишут. Все пытаются как-то это самое осмыслить, или как тут говорят, процессировать происходящее. Процессировать? Да, the process, да, это очень, очень такое слово. Есть два слова, которые уже не могу. Это process и нарратив. Вот здесь вот. О чем вы мечтаете? Я мечтаю написать самую лучшую книгу всех времен и народов. Все еще мечтаете? Мне кажется, вы все написали. Еще пока нет. Пока не получилось. Но если ты хочешь высоко прыгать, если ты хочешь прыгнуть на 2,5 метра, прыгай на 5 метров. Может быть, на 2,60 тогда получится. Что еще из мировых событий, в хорошем смысле этого слова, вы хотели бы увидеть? Я бы хотел, чтобы человечество как можно скорее переросло из стадии демократии в стадию меритократии. Потому что достойная жизнь должна иметь смысл. Потому что у человека должен быть стимул, двигаясь по жизни, зарабатывать какие-то очки. Да? Его голос должен обретать вес и смысл. Там какие-то благородные, полезные для общества поступки должны оцениваться. То есть миром должны управлять люди, которые лучше. Которые лучше. Там я сейчас не вдаюсь в эту систему, как это определять и так далее, но принцип вот этот. Как мне кажется, это будет следующий этап эволюции. Что самым важным оказалось в жизни? Самое важное, на мой взгляд, в жизни, это не мною придумано, я цитирую сейчас, не помню кого, вообще смысл жизни, я согласен с этой оценкой, состоит в том, чтобы обнаружить, в чем состоит твой дар, и отдать его миру. Есть что-то на свете важнее любви? Вот та же справедливость. Нет, конечно. Любовь не бывает, во-первых, справедливой. Любви противопоказана справедливость. Вот. Я думаю, что вообще женщина за справедливую любовь убьет просто на месте. Если ее любят так же по справедливости, как всех вокруг. Да и мне бы это не хотелось. Мы все хотим, чтобы нас любили не как всех, а чтобы нас любили как нас. Да, Иначе... да, конечно. Это вот моя претензия к христианской любви, потому что нельзя любить всех этим самым ровным слоем размазанных. Я в такую любовь не очень верю. Это не любовь, а так доброжелательность. Но вы знаете, что я вот за справедливость, например, готова умереть за кого-то, там, за вас, за всех в этой квартире. Но я не готова его убить. И я все время себе задаю этот вопрос, вот где-то... Секундочку. Вот представьте себе самого маленького своего ребенка. Представьте себе, что на него
кидается бандит с топором и хочет убить вас, в руке пистолет. Ваши действия. Мы с вами об этом говорили, Да. в момент ярости. Вот я хочу вернуться. Ну, значит, можете. А если бандит убежал? Ну, тогда можно его не убивать. Прошло много времени, и я знаю, где он. Отомстить в смысле? Ну. Я не верю в то, что... Мы говорим про момент ярости и момент осознанной я не верю в ненависти. то, что лишение кого-то жизни является лучшим способом мести. Глаз за глаз, зуб за зуб, око за око. Ну, нет, конечно. Во-первых, у всех разные глаза. Один глаз хорошо видит, другой глаз близорукий. Это обмен, получается, неравноценный. Зуб может оказаться имплантом. Нет, так не работает. А как? Я, конечно, за то, чтобы каждое преступление было наказано. Вот, но очень важно, как наказывает система и государство. Это очень многое говорит о государстве. Я, например, считаю преступлением смертную казнь. Отвратительнейший институт. Я считаю, что высшей мерой наказания для какого-нибудь совсем чудовищного урода должно быть пожизненное заключение. Пускай сидит в каменном ящике. Вот какой-нибудь Брейвик, пускай он всю жизнь там и сидит. Я тоже не считаю в этом никакой Я не недоработки. считаю, что его надо подвергать пыткам. Я считаю, что его просто нужно забереть, как бешеную гадину, и пускай сидит там. Что после смерти? Не знаю. Сюрприз мне очень интересно. Мне очень интересно. Но если там ничего нет, то я не буду разочарован, потому что я об этом не узнаю. А так, не знаю, мне хотелось бы, чтобы это была, так сказать, не глухая стенка, а дверь. За ней было что-нибудь хорошо бы более интересное. Еще более интересное, чем здесь. Вот потому что я не могу жаловаться. Мне здесь, что называется, было интересно. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Ну, милосердие, конечно. Свобода или стабильность? Свобода. Я предпочту жить в джунглях, рискуя каждый день сожранным, чем жить в Корейской Народно-Демократической Республике. Правда или безопасность? Это некорректный вопрос. Правда и безопасность – это не антонимы. Часто не рассказывают правду из соображений безопасности. Вот это вот святая ложь. Я не против лжи совсем. Я считаю, что ложь может быть милосердной, может быть спасительной. Есть ложь из вежливости. Это тоже очень важная вещь. Нет, там то, что вот правда превыше всего, нет. Я так не считаю. В конце концов, моя профессия делать фикшн. Фикшн – это неправда. Родина или истина? Ну, истина, конечно. Истина, конечно. Что такое Родина? Родина – это государство. Мне никогда не нравилось российское государство. Сейчас я просто считаю его преступным. Если вы имеете в виду под Родиной, так сказать, пространство русской культуры, ну да, вот это моя Родина. Я ее люблю. А двор ваш, дом, окно? Да, это интересно. Я когда закрываю глаза и говорю себе слово «Родина», я сразу, что у меня стоит перед глазами, это Оболенский переулок, засыпанный тополиным пухом. Вот сразу, чик, из детства. Ну, так вот это Родина. Ну, если на уровне, так сказать, визуальности, то да. Я была на таком мероприятии одном в Италии, центром которого был разговор израильской женщины и палестинской женщины. Израильская женщина, которая потеряла своего сына 7 октября, и палестинская женщина, которая потеряла своего сына после 7 октября. Это был сложнейший разговор, очень полезный для меня, и очень важно мне было его послушать. Но дальше израильская женщина вместе со своим мужем мне много рассказывали о том, как тяжело им сейчас жить в Израиле, какой критике они подвергаются. И в конце концов я спросила, я говорю, что же вы не уезжаете? И они говорят, ты что, это же наша Родина, ну это же вот прям все наше. И этот мужчина помолчал, муж ее, помолчал и говорит, а ты своим детям объясняешь как? Вы кто вообще такие? И это был сложный вопрос, на который я долго думала, как Катя, ответить. вот вы кто, если ответить одним словом? Мама. Мама. Интересно. А когда дети вырастут? Все равно мама. Это очень правильный вопрос. Я его нередко задаю собеседникам, потому что это как бы человека объясняет. А вот вы себе говорите, вы кто? Я – это я. Никаких других дефиниций у меня нет. Я – это я. Я не принадлежу никакой, так сказать, категории. Партии, кого-то и чего-то. правительству, Пальцы, я – это я.